Полезное ТВ теперь в Instagram. Подпишись и узнай первым еще больше полезной информации, а также о всех новых видео, запланированных на канале YouTube. Ссылку найдешь в описании под видео. Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите видео с канала Полезное ТВ, а в этом видео я вам покажу просто суперскую обработку томатов для увеличения урожая, а также в этой обработке будут компоненты, которые помогут защитить ваши томаты от заболеваний. И эту обработку нужно начинать проводить, когда уже в первой кисти завязались плоды, а верхние кисти еще цветут. Так как томаты в открытом грунте, это как раз середина лета, самый разгар жары и также дождей. И в этот момент отлично развивается фитофтора. А мы же такой обработкой придадим нашим томатам сил и также поможем защитить их от проявления этой болезни. А как вы можете видеть, томатов много позавязывалось, а это все благодаря обработке, которую проводил не так уж давно, борной кислотой. Если вы это видео не смотрели, то обязательно посмотрите. И также посмотрите способ подвязки, который я у себя на канале показывал. Томатики хоть посажены очень густо, конечно, это не особо удобно, так что за эталон это брать не нужно, но все-таки такая подвязка отлично их держит, они не заваливаются, томаты все висят. И не забывайте также, видите, листочки нижние обломаны и пасынки удалены. Если вы эти видео не смотрели, зайдите ко мне на канал, посмотрите. Можете также зайти в подсказки и посмотреть. Там эти видео как раз и будут о обламывании листьев, о пасынковании, обработке борной кислотой и как таким образом подвязывать томаты. И не буду вас долго морить, мы идем и делаем это суперсредство. А для приготовления этого чудо-средства нам потребуются следующие компоненты, такие как в первую очередь борная кислота, молоко. Желательно, конечно, брать домашнее, но если нет, то можно и магазинное. Только не экономьте, покупая самое дешевое, где одна вода. Нужно нормальное молоко, потому что оно будет выступать в роли прилипателя. И, кстати, сейчас про каждый компонент я вам расскажу, для чего он вносится, а не просто так, как говорят в большинстве видео. Смешайте вот это и будет все хорошо. А я сейчас расскажу, для чего каждый компонент нужен. Также потребуется йод. В некоторых случаях для этого суперсредства нужно будет добавить еще карбамид. Я скажу сейчас для чего. Ну и, конечно же, пару емкостей, пол-литровая. В одной мы будем смешивать все компоненты, а эта емкость нужна специально для борной кислоты. И с нее и начнем. Видите, тара запотела, потому что здесь горячая вода. Налил я совсем немножко, чтобы потом, когда мы ее переливали, здесь пошло не через верх. И для этой обработки на 10 литров нам потребуется пол чайной ложки борной кислоты. Это приблизительно около 2 грамм. Сейчас наберем. Вот столечко. Ее нужно размешивать только в горячей воде, потому что в холодной или в теплой она очень медленно и плохо растворяется. Если кристаллы не растворятся и попадут потом на листы томатов, то томаты получат ожоги. А этого допускать нельзя. Добавляем в баночку, засыпая сверху, и перемешиваем тщательно до однородности. Лучше брать тару прозрачную, чтобы можно было на дне увидеть эти кристаллики. Пускай растворяется. А я же расскажу, для чего нужна борная кислота для томатов и в принципе для других растений. На томатах, конечно, очень хорошо ее применять. Борная кислота увеличивает количество завязей, если еще закладываются кисти. Также, если кисть заложилась хорошо, обильно цветет, в этот момент, если вы опрыскали борной кислотой, то тогда все эти цветы завяжутся, не будет пустоцветов и опадания цветов. Также, если мы начинаем обрабатывать кусты томатов, на которых уже завязались плоды на первых кистях, то это ускорит их созревание и вкусовые качества. Так что для этого борная кислота и используется. Теперь нам потребуется йод. Нужно будет 40 капель. Чтобы вы не мучились, я их перемерил. Это получается 1 кубический сантиметр в шприце. Мы его сразу добавляем сюда, в борную кислоту. Хотя, в принципе, без разницы. Можно добавить хоть борную кислоту, хоть сразу в молоко. Все, до последней капельки добавили. И также перемешали до однородной массы. Для чего нужен йод? У любого из растений на огороде есть потребность в йоде, хоть и не сильно большая. В нашем же случае йод больше выступает в таком количестве не как подкормка, как защита от фитофтороза. Но сразу хочу оговориться, что если у вас томаты еще не болеют, как у меня вы видели, чистенькие стоят, то в этой обработке есть смысл, и она защитит ваши томаты. Если же они уже больны, причем очень сильно,
то народные средства чаще всего бывают бессильны, и там нужно будет уже применять химию. А для того, чтобы не запускать ваши томаты и не допускать до заболевания, нужно вот как раз проводить вот такие профилактические обработки, которые укрепляют ваши томаты. Теперь, что касается молока. В молоке, особенно если оно домашнее, есть бактерии, которые тоже будут подпитывать ваши томаты, но в основном молоко выступает как прилипатель. Если в обработках против вредителей чаще всего добавляют хозяйственное мыло, то здесь лучшим будет молоко, оно будет дольше держаться, удерживая наши компоненты на листу и подпитывая кустики томатов. Теперь можно все это смешать в одну тару и тщательно перемешать. Ну и теперь остался последний компонент – карбамид. А его нужно будет добавлять в том случае, если ваши томаты очень слабые, отстают в росте, так как это азотное удобрение. И подкормив по листу, томаты быстро его впитывают и начинают идти в рост. Так что в том случае, если ваши томаты медленно развиваются, можно еще сюда в раствор добавить всего лишь 1 чайную ложку полную этого карбамида и тщательно перемешать. Как раз его даже будет хорошо перемешивать еще в теплой воде. Я же его добавлять не буду и скажу почему. Потому что мои томаты хорошо развиваются, я вношу другие корневые подкормки, такие как коровяк, зольный отвар. Видео, как их приготовить, вы можете найти у меня на канале. И в добавлении карбамида надобность у меня отпадает, потому что если я еще в некорневую подкормку азотом внесу, они начнут жировать. А думаю, для вас не секрет, что если томаты жируют, они начинают сбрасывать цветы. Это в первую очередь. А это влечет за собой уменьшение урожая. Так что теперь вы знаете, для чего все эти компоненты нужны и как благотворно они повлияют на ваши томаты. Теперь мы эту смесь выливаем в 10 литров воды, перемешиваем до однородной массы. Воду нужно брать теплую, отстоянную, не холодную, чтобы хорошо смешалась наша смесь. Заливаем в бак и идем опрыскивать томаты. Слегка вот так опрыскиваем, чтобы не было стекания. Таким образом, попадая на ствол, на цветы, на плоды, проходим все ваши томаты. Еще раз повторюсь, в чем преимущество такой обработки. В первую очередь, это, конечно же, если еще, как видите, вяжутся новые кисти, то тогда, опрыскивая прямо по цветам, вы точно можете быть уверенным, что все цветочки завяжутся. Также это отличная профилактика болезней, потому что с болезнями лучше бороться профилактически, потому что если томаты начинают уже заболевать, то знаете точно, энную часть урожая вы точно потеряете. А проведя профилактическую обработку, потратив немножко времени, но зато потом не будет никакой головной боли. Не будете шастать по интернету и искать, как же бороться с той или иной болезнью. Также, если у вас скручивание на листьях. Конечно, причина скручивания листьев бывает разная. От недостатка влаги, переизбытка влаги, но и также от нехватки борной кислоты. И вы заметите сразу, что ваши листочки расправятся. Проводить такую обработку, конечно же, лучше вечером, в неветреную погоду, чтобы солнце не светило, так как помидоры, если даже просто полить водой на солнце, то могут быть ожоги на листьях. А вечером это делать лучше всего. И препарат наш будет дольше впитываться, не испаряться, и ожогов никаких не будет. А такую обработку можно проводить 1-2 раза за сезон. Это первая обработка, и также еще через недельки-две можно провести еще одну такую обработку. И этого будет вполне достаточно, чтобы получить чистый и большой урожай. Также такую обработку можно проводить и в теплицах. Так что, друзья, если вы хотите получить большой урожай томатов, то проводите такую обработку, придерживаясь всех тех пропорций, которые я вам говорил, чтобы не навредить. А также заходите ко мне на канал и посмотрите, там очень много полезной информации на различную тематику. Если хотите быть в курсе всех событий первыми, то подписывайтесь на мой инстаграм. Так что если это видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк и не забудьте поделиться этим видео в соцсетях с друзьями. А также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. А я же вам желаю больших урожаев и удачного дня. А на этом у меня все. До встречи в следующем видео. Пока.